So when I found out about this event, the idea of solidarity seemed important for me, and I decided to do something with the artists present on this exhibition. И мы с некоторыми говорили по скайпу, некоторые работы я просто видел до этого, и у меня родилась идея написать поэтическую рецензию. So we still have copies, so now everybody who wants to like have the text before here visit their eyes. So we were talking with some people who I didn't know before over Skype, and I looked at the artworks and I wrote something which is based actually on the conversations with the artists. And it will be only in Russian, I'm sorry, but I can't do writing in English yet. So, and it won't be very long, but hopefully you will enjoy it. Я вырос у моря, в том месте, где мир сейчас смешан с тенью войны. Я помню, как в первый раз открыл глаза под водой. Вдруг 4 зеленых стены вокруг, и свет проникал с поверхности. Это был другой мир, и я был частью его. Настолько, насколько хватало дыхания. В последние дни я много думала о творчестве как о глубине. О том, как выявлять поверхность жизни и то, что на дне. О том, как выносится опыт вовне и смешивается с тобой. С твоим телом, с твоими глазами, с твоей головой. Мы можем назвать это искусством, а можем политикой, жизнью, сотней других слов. Для меня проблема не в словах и не в количестве языков, а в том, кто и что говорит, кто и что может и хочет слышать. Мне кажется, когда Анна говорит «дай ей сказать», это политический жест. Он о том, что когда ты она, у тебя есть определенное место, и оно не только на кухне. Это о месте в жизни других людей. О том, как нас приучают не слышать важных вещей, если их говорит она. Это можно назвать сексизмом, внутренней мизогинией, объяснить сложным языком, но дай ей сказать, конечно, не только об этом, он о другом. Он о людях, которые дают тебе кислород, когда ты задыхаешься. Он о тех, кто сидит рядом и ждет, пока ты набираешь воздух. Он о тех, с кем мы живем, с кем мы делим чувства, жизни, слова. Я хочу быть такой же уверенной в себе, как она. Он о лучшей подруге Лизе, которая просто скажет «ты котик и молодец». Солидарность как дар взаимосвязи. Резонирует или нет? Резонанс как тихая дрожь внутри. Прислушаться и услышать. Что означает равенство в мире, который не равен? Где Запад с большой буквы «З» до сих пор актуален. Европа для них заканчивается Веной или Берлином, а дальше открытый космос, мутные воды, пустыня. Когда мы кричим, кто нас слышит, кто видит в воде нашу кровь? Роберто знает, что это стоять среди голосов. Хотеть их собрать и донести до тех, у кого есть власть. Держать чужие истории в памяти и не давать им пропасть. Напоминать об истории тем, кто хочет забыть. Солидарность как действие. Услышать, помочь, изменить. И я не согласен во всем с риторикой прав человека. И это рискованный шаг, как ныряние в воду с разбега, говорить о других. Но если мы говорим вместе с другими, нам есть что сказать. Сказать о том, что болит, и о том, что нас греет. Существовать вопреки тому, что сильнее. И если мир – театр капиталистической брутальности, какая наша роль? Кто ты в реальности? Что значит быть собой, если то, кем ты можешь быть, заранее предписано, по полкам разложено? Что значит менять язык повседневности, когда все говорит о твоей бесполезности, ведь ты не член нормативного общества? У других владеют твоим именем, отчеством, и у других есть власть ставить диагнозы, закрыть тебя где-то, убрать из реальности, догнать на улице, облить чернилами, поставить штамп о бессрочном выезде, клеймо поставить и груз подвесить, или закрыть глаза и просто бездействовать. И даже набор из идентичностей не заставит их увидеть в нас личность. Но люди не буквы и даже не термины. Мы всегда больше, чем то, что нам отмерено. И может ответ объединения, идти против власти, создавать искусство без денег, а может ответ создавать другие жизни, разрушать созданием то, что на нас виснет. И мне говорят, теперь моя дверь всегда открыта. Потому что тогда дверь была закрыта, я не могла уйти. И мне говорят, да, в нашей стране интернет по паспорту, и мы не можем выходить на акции, но это не значит, что мы ничего не можем. У нас есть другие инструменты. И мне говорят, когда я была подростком, не было информации, которая могла бы мне помочь в понимании и принятии себя.
Все, что я могла делать, это писать в дневник и таким образом находить хоть какой-то для себя ресурс и сохранять надежду, что так тяжело будет не всегда. И мне говорят, давай свой mail, потому что в нашей стране Facebook могут завтра запретить. И мне говорят, мы сейчас сделали паузу. Мы хотим понять, что мы можем делать. Нам повезло, что мы выжили. И кто-то из тех, кто говорят, сейчас здесь. А некоторых с нами нет, но я их слышу. Мы опускаемся глубже, почти касаемся дна. Я знаю Хагру давно, у Хагры своя глубина. Хагра знает, сколько соли в слове «солидарность», когда среди своих расизм, дискриминация, элитарность, когда из тебя сделают занятную зверушку, чтобы гордиться своей толерантностью. Теперь-то мы точно лучше, когда тебя не сводят до какой-то твоей части, а ты, пожалуйста, молчи и наслаждайся счастьем. Не слышать, не верить, не принимать. Солидарность сложно построить, но легко разъебать. И, казалось бы, истина простая и ясна. Просто слышать друг друга и не делать друг другу говна. Просто строить потихоньку это здание на склоне, даже если мы сами разбитые колонны. Как и Аделина, я мало верю в современное искусство, в котором много лишних смыслов, но мало чувства. Я верю в преданность делу, людям, в уверенные линии. Мне нравится, когда люди на рисунках кажутся живыми. Мы создаем свои миры и делимся ими с другими. Ищем свой голос, стиль, произносим слова, которые еще не произносили. Открываем для себя людей, смотрим, как меняются их лица, летим ни вверх, ни вниз, как на рисунках птицы. Идем по чьим-то следам туда, где можно укрыться. Возможно, новый мир только снится нам, а может, уже и не снится. И когда я плыву по поверхности жизни, я верю в этот другой мир и в то, что мы будем частью его. Настолько, насколько хватит дыхания.